После волшебного Рождества чешского Ваноце и встречи Нового года чешского Сильвестра наступил 2024 год. Для нашего города он начался с хороших новостей. В этом году вышел первый номер нашей городской газеты «Марианско-Лазенский Спроводай», репортер Марианских лазней. Из нее мы узнали много нового и интересного, что будет происходить в нашем городе. Предлагаем вам вместе с нами прогуляться по городу. Мы поделимся с вами новостями из репортера и из других наших источников. Расскажем о поющем фонтане, колоннаде, отеле «Кавказ», бывшем детском санатории «Мирамонте», отеле «Аура», доме у театра, комплексе «Дворец Европа», отеле «Лесная мельница» и о будущем отеле «Совой». Будет проведена полная реконструкция популярного у гостей нашего города цветомузыкального фонтана. Это очень дорогой проект, более чем 38 миллионов крон. Будет произведена полная замена водораспределения, электротехники и освещения. Затем будут установлены системы смягчения, дезинфекции, очистки воды и программирования состава. Руководство города ожидает, что работы продлятся до следующего курортного сезона. Будут заменены наливные полы на нашей любимой колоннаде. Вместо них будет мозаичный гранитный пол. Обещают, что очень красивый. В этом году планируется долгожданный ремонт фасада лучшего и самого известного в прошлом отеля «Кавказ», бывший Веймар. Одно из самых красивых зданий в Марианских лазнях, Мирамонте, наконец-то сменило владельца. В 1905 году выше улицы Зиерова было построено загородное кафе с рестораном и танцевальным залом, куда на природу, в лес, к чистому воздуху приезжало много гостей курорта. Впечатленные высокой посещаемостью, владельцы заказали в 1920 году реконструкцию здания, и Мирамонте был превращен в люксусный отель. А еще через 7 лет был достроен еще один этаж. Во времена Первой Республики Мирамонте посетил арабский шейх со своим гаремом, который занял все здание. В 1960 году здание было передано курорту, который открыл в нем детский санаторий. В 1975-1978 годах была проведена последняя комплексная реконструкция здания и всего ареала Мирамонте. Детский санаторий работал до 30 ноября 2006 года. По неизвестным причинам курорт, акционерная компания «Лечебный курорт Марианские лазни», ныне «Данибиус», решили продать здание. В октябре 2008 года здание было продано, предположительно за 60 миллионов крон. Собственником стал известный казахский предприниматель. Он планировал вернуть былую славу и красоту Мирамонте, снова превратив его в люксусный 4-звездный отель. Был заказан роскошный проект. Мы видели его, впечатляет. Но проекту не суждено было осуществиться. На пути встали традиционные противники возрождения Марианских лазней – территориальное отделение Института национального наследия в Локте, которое отказалось согласовывать проект реконструкции. Кроме этого, инвесторам не удалось получить ВНЖ в Чехии, без которого, естественно, никакие инвестиции и реконструкции невозможны. После этого владельцы выставили здание на продажу и построили люксусный отель в более сговорчивой Швейцарии. Мирамонте продавался все 15 лет, которые мы здесь живем, и постепенно разрушался. И только 20 декабря 2023 года, накануне Рождества, когда и должны происходить чудеса, его приобрел чешский инвестор, пражская компания Мирамонте Инвест.
Уверен, что все жители и поклонники Марианских лазней от души желают ему удачи в этом проекте. Осенью прошлого года начал принимать гостей многострадальный отель «Аура». Его владелец, азербайджанский предприниматель из Баку, долгие годы занимался реконструкцией группы зданий на углу Русской улицы и Главного проспекта. И мы очень рады, что ему удалось успешно завершить эту реконструкцию. Наконец-то выставлено на продажу, и мы надеемся, найдет нового добросовестного собственника и инвестора раннее красивое здание, расположенное рядом с городским театром. Владеют этим полуразрушенным зданием через фирму «Фон Вим» итальянские предприниматели Алессандро и Алдо Гарзотто. Они же владеют в Марианских лазнях отелем «Континенталь», резиденцией «Романза», апартаментами «Централ Парк Мариенбад» и 4 отелями в Праге. С осторожным оптимизмом мы видим, что после большого перерыва началось какое-то движение в комплексе «Европа». Владеют этими зданиями через компании «Гразен Бизнес» и «Каримонт Инвест» азербайджанские инвесторы. Здесь планировалось строительство многофункционального центра с отелем, жилыми резиденциями, ресторанами и магазинами. Успешно продолжается реконструкция, реставрация и восстановление в недалеком прошлом знаменитого отеля «Лесной Млин». Владельцы и инвесторы – чешская семейная компания. К большому нашему сожалению, заморожено строительство 4-звездного отеля «Совой» на улице Чебицкого. Владельцы – болгарские инвесторы через карловацкую компанию «Дельта Вита».